Привет, ребята! В этом выпуске я покажу вам гигантский камень в форме яйца, который стоит на высоте 3 метров от уровня земли. Вы не сможете дотянуться до него, чтобы потрогать, и он выглядит блестящим и гладким, как настоящее яйцо. А что если я скажу вам, что внутри этой скалы спрятана тайная комната? Это была бы безумная теория, не так ли? Но именно это и произошло несколько веков назад. Это выглядело как гладкая скала. А потом из-за землетрясения каменная дверь треснула и упала. Только тогда местные жители поняли, что внутри есть камера. Дверь была так хорошо сделана и идеально вписывалась в дверной проем, что никто даже не знал, что это дверь. Им пришлось поставить лестницу, конечно, сейчас поставили уже металлическую лестницу, но я уверен, что в то время поставили бы деревянную и полезли наверх. И вот тогда они и обнаружили эту камеру. Никто не знает, когда была создана эта камера. И тут нет никаких надписей, указывающих на происхождение этой камеры. Но прежде чем мы приступим к дальнейшему анализу внешнего вида, давайте взглянем на то, что находится внутри. Сегодня внутри находится только одна вещь. Единственный лингам. Он выглядит завораживающе. Очень красивый цилиндр на квадратной подставке. Кто же принес этот лингам сюда и установил в этой камере? А никто. Обычно люди собирают вещи, придают им форму, а затем помещают в определенное место. Это техника позитивного строительства. Но этот лингам был сделан методом негативного строительства. Этот лингам высечен из самой скалы. Это означает, что лингам не был построен, а скорее был создан как остаток от удаления камней вокруг него. Итак, мы можем назвать это негативным лингамом. Я думаю, что изначально внутри должны были быть и другие предметы, потому что нет причин прятать и запечатывать эту комнату, если бы в ней был только один этот лингам. Может быть, там было золото и бриллианты, возможно, какие-то передовые машины или устройства. И вы обязательно спросите, а зачем им здесь какие-то навороченные устройства? А как вы сами думаете? Как они смогли создать такую продвинутую, секретную комнату, которая была скрыта в течение многих столетий? Такое строительство было бы невозможно без передовых технологий. Видите ли, когда вы смотрите на вход, становится совершенно ясно, что дверь была очень хорошо спланирована и сделана. Снаружи можно увидеть множество слотов. Они были созданы для того, чтобы дверь подходила идеально. Посмотрите на эти два квадратных отверстия вверху. Нет сомнений, что это было сделано для установки двери. С левой стороны видна свежая бетонная заплатка, разрушающая аутентичность строения. Но с правой стороны видно, что скала не тронута. В дверном проеме несколько прямоугольных канавок. Такая сложность нужна, если вы хотите сделать незаметную дверь с несколькими замками. Я нахожу древних строителей очень интересными. Сначала они захотели сделать камеру в таком месте, куда никто не может добраться. Но не построили ее, а высекли из скалы. Затем они поставили каменную дверь, чтобы скрыть тот факт, что эта камера когда-либо была создана. Зачем? Зачем это было построено как тайное подвешенное космическое яйцо? Но есть еще один важный вопрос. Существуют ли здесь, на этом холме, еще какие-нибудь потайные комнаты, скрывающиеся у всех на виду? Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Это просто похоже на природную скалу, и мы все до сих пор думаем, что это всего лишь скала. Нам даже не приходит в голову, что в ней могут быть скрытые камеры с каменными дверьми. Я думаю, что в этой области есть еще потайные комнаты. Посмотрите внимательно. Может быть, вы что-нибудь увидите. Это уникальное место в Южной Индии называется Тирумаям. Я нахожу это очень интересным, потому что сегодня люди думают об этом просто как о форте, построенном около 300 лет назад. Конечно, вы можете увидеть этот 300-летний форт и даже пушки, установленные за последние несколько столетий. Но это место восходит к гораздо более древнему времени. На холме находится несколько храмов,
упомянутых в древнеиндийских текстах. Так что его возраст насчитывает более 1000 лет. И мы знаем, что эта камера была обнаружена за много столетий до того, как был построен форт. Секретные комнаты с незаметными дверями были обнаружены во многих древних памятниках, в том числе и в египетских пирамидах. Также были найдены несколько потайных дверей в древних индийских храмах, что привело к впечатляющим находкам. Что же они прятали в этой камере? Неужели огромные груды золота и бриллиантов, как свод храма Падхманабхасвами? Но что, если эта линия вопросов неверна? Что, если на самом деле они хотели изобразить и защитить только сам лингам? Что на самом деле представляет собой этот лингам или любой другой лингам? Об этом спорят историки-философы и религиоведы уже много-много столетий. Самая популярная теория заключается в том, что это фаллический символ, символ мужественности. Другая теория гласит, что эта форма является символом Господа Шивы или энергии. Однако я думаю, что все эти теории являются всего лишь современными интерпретациями. Настоящий ответ о предназначении лингама можно найти в самом древнем храме Тирумаям. Внутри главного зала есть фантастический лингам, но прямо напротив него вы можете найти ответ на наш вопрос. Вы можете видеть, что лингам открывает свои двери, и из этой цилиндрической капсулы появляется величественная фигура. Кто же он? Он никто иной, как сам Господь Шива. Итак, что же это за лингам? Похож ли он на фаллический символ или форму энергии? Нет. Если вы снова и снова будете смотреть на древние резные изображения, вы сможете увидеть Шиву, выходящего из лингама. Вот почему Шиву называют Лингатбхавой, что означает «тот, кто пришел из лингама». И интересно видеть, что в некоторых более поздних формах лингам пытались изобразить как фаллический символ. Почему? Потому что люди будут ассоциировать со своими половыми органами все, что даже отдаленно напоминает половой орган. От этого пострадали даже фрукты. Помните, когда Джефф Безос запустил свою ракету New Shepard, вместо того, чтобы говорить о том, насколько продвинута эта технология, в интернете была популярна шутка о фаллической форме ракеты. Основные телешоу и мемы взяли верх. Некоторые люди даже шутили о том, что японское телевидение размыло верхнюю часть ракеты во время ее запуска. Поэтому меня не удивляет, что люди автоматически связывают лингам с фаллическим символом. Это сделали не только современные специалисты. Я уверен, что люди, жившие столетия назад, тоже связывали этот символ с мужской энергией. Но давайте попробуем представить, что произойдет, если Джефф Безос отправится на другую планету и приземлится на этой планете с помощью такой же ракеты. Допустим, что на этой планете живут очень примитивные, но человекоподобные разумные виды. Что бы произошло? На глазах у пещерных людей космонавт открывает двери и выходит из ракеты. Что подумают пещерные люди? Возможно ли, что пещерные люди сочли бы Джеффа Безоса богом, пришедшим с небес? Мы не только думаем, что это может быть так, мы действительно видели, как это происходит на самой Земле. Во время Второй мировой войны союзные солдаты оккупировали отдаленные острова, где племена вели простой образ жизни. Когда этих солдат десантировали на парашютах на эти острова, племена были потрясены тем, что эти боги, пришедшие с неба, могут мгновенно разжечь огонь и имеют неограниченный запас еды и питья. После того, как Великая война закончилась, войска просто покинули эти острова. Но знаете, что сделали островитяне после ухода солдат? Когда антропологи посетили острова через 20 лет, они были потрясены. Племена делали деревянные модели самолетов и поклонялись им. Островитяне вырезали из дерева наушники и носили их, сидя на плетеных диспетчерских вышках. Каждый вечер они зажигали лампы в этих виманах
и даже зажигали факела, чтобы осветить взлетно-посадочные полосы, надеясь, что эти боги вернутся. Но нечто еще более безумное произошло на острове под названием Танна. Островитяне начали делать идолов и поклоняться определенному богу. Его статуи и маски для танцевальных ритуалов до сих пор можно найти на этом острове. Хотите знать, как зовут этого бога? Его имя – Лорд Джон Фрум. Да, бога зовут Джон Фрум, и он явно западный солдат, который во время войны несколько месяцев находился на этом острове. А в свободное время он помогал островитянам изучать новые технологии, такие как быстрое добывание огня и строительство домов. Возможно ли, что такое уже произошло на нашей планете много тысяч лет назад? Возможно ли, что Господь Шива прилетел с далекой планеты на космическом корабле и совершил посадку на нашей планете? Помог ли он людям стать цивилизованными? Не поэтому ли он показан с привязанными к нему продвинутыми устройствами? Сегодня мы думаем о них как об украшениях, но он явно оснащен множеством инструментов и приспособлений. И посмотрите, он явно одет в обтягивающий костюм, потому что мы не видим его голую грудь. Что более интересно, так это то, что у него всего 2 руки. Скульптор четко вырезал одну руку внутри цилиндра, а другую руку уже снаружи, чтобы показать нам, что этот лингам на самом деле является физической цилиндрической структурой, из которой Шива выходит наружу. Почему же Шива выбрал для высадки именно эту часть континента? Почему из всех мест он выбрал именно Южную Индию? Если вы спросите людей в этом городе, вы получите очень странный ответ. Они утверждают, что это самое святое место на всей Земле. Они скажут вам, что это центр планеты. И именно поэтому это место называется Тирумаям, что на древнем тамильском языке означает просто «центр». Странная теория, не так ли? Каким образом планета Земля, которая примерно похожа на шар, может иметь центр? Таким образом, довольно суеверно думать, что Господь Шива проанализировал этот шар из космоса и решил приземлиться в Южной Индии. Почему не Северная Индия, Африка или Америка? Но я думаю, что здесь не суеверие, а наука. Это карта Земли, показывающая гравитацию. Я всегда представлял себе, что гравитация будет примерно одинаковой по всей планете. Но нет, в гравитационном поле Земли есть много аномалий. Посмотрите внимательно, это темно-синяя область. Это место с самой низкой гравитацией на всей планете. Это сегодняшняя Шри-Ланка и Южная Индия, места, где очень сильно поклоняются Шиве. И в этом регионе есть несколько храмов, которые утверждают, что Шива высадился именно здесь. Вот еще одно место – храм Гудималам, также признанный старейшим храмом Шивы. Но взгляните на то, что мы здесь находим. Это Господь Шива. Но что находится за ним? Я знаю, что вы скажете. Но я считаю, что это удивительно похоже на Blue Shepard Rocket. И, конечно, вы понимаете, почему многие эксперты считают, что это фаллический символ. Наибольшее количество изображений Лингатбхавы, формы, в которой Шива выходит из лингама, находится в Южной Индии. Это увлекательно, потому что даже сегодня в этих храмах скандируют странный лозунг на тамильском языке. Они продолжают повторять Теннадудая Сиване Потри, что означает «приветствую Шиву, правившего Южной Индией». Сошел ли Господь Шива с неба физически, и правил ли он Индией? Или эти древние индийские тексты просто рассказывают нам выдуманные истории? Учил ли и воспитывал ли он людей? Является ли лингам космическим кораблем, из которого вышел Шива? Или лингам означает что-то другое? Была ли Южная Индия выбрана для такой посадки из-за низкой гравитации? А как насчет космического яйца и скрытой камеры? Пишите ваши мысли в комментариях. Я Правин Мохан. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр.
Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.